Привет! Я продолжу говорить об инциденте на Корфу. Это вторая и последняя часть. Греческое правительство объявило военное положение по всей стране. Греческому флоту было приказано удалиться в залив Пагаситикос. В Афинском кафедральном соборе была проведена панихида по погибшим во время бомбардировки Корфу, и колокола всех церквей звонили непрерывно. После службы вспыхнули демонстрации против Италии. Все увеселительные заведения были закрыты в знак траура по жертвам бомбардировки. Греческое правительство выделило отряд из 30 человек для охраны итальянской миссии в Афинах. Греческие газеты были единодушны в осуждении действий Италии. Италия приостановила деятельность всех греческих судоходных компаний и приказала итальянским кораблям бойкотировать Грецию. В Италии снова вспыхнули антигреческие демонстрации. Итальянское правительство приказало итальянским резервистам в Лондоне держать себя в готовности к службе в армии. Король Италии Виктор Эммануил III немедленно вернулся в Рим из своей летней резиденции. Итальянский военный атташе, который был направлен для расследования убийства итальянских делегатов, был отозван итальянской дипломатической миссией, а греческие журналисты были высланы из Италии. Албания укрепила греко-албанскую границу и запретила проход через нее. Сербские газеты объявили, что Сербия поддержит Грецию, в то время как в Турции ряд лиц посоветовал Мустафе Кемалю Ататюрку использовать возможность вторгнуться в Западную Фракию. Глава Ближневосточного отделения по помощи заявил, что бомбардировка была совершенно ненужной и неоправданной. Италия обратилась в американское представительство с протестом против этого заявления. Председатель Лиги наций по оказанию помощи депортированным женщинам и детям, который был очевидцем бомбардировки, сказал: преступление на Корфу было официальным убийством цивилизованной нации. Это был бесчеловечный способ оккупации Корфу. Лорд Керзен писал, что условия, которых требовал Муссолини, были экстравагантно жуткими. Он писал, что действия Муссолини были жестокими и непростительными. И если Британия не поддержит обращение Греции в Лигу наций, то это учреждение может с таким же успехом закрыть свои двери. Гарольд Николсон и Уильям Тиррелл из Министерства иностранных дел написали докладную записку, призывающую сосредоточить усилия на защите Греции через посредство Лиги наций от несправедливой эксплуатации со стороны Италии. Первоначальная попытка лорда Керзена положить конец кризису была отброшена после того, как Муссолини пригрозил покинуть Лигу наций. Что еще более важно, санкции против Италии потребовали бы одобрения Совета Лиги наций, и считалось, что Франция наложит вето на любые санкции против Италии, если инцидент на Корфу будет передан на рассмотрение Лиги наций. Министерство финансов возражало против санкций против Италии на том основании, что Соединенные Штаты не являются членом Лиги наций, и любые санкции Лиги наций, если они будут приняты, будут неэффективны. США и не только продолжат вести торговлю с Италией. Говард Уильям Кеннард, возглавлявший британское посольство в Риме, написал в депеше лорду Керзену, что Муссолини сумасшедший человек, страдающий смесью мании величия и крайнего патриотизма, но Кеннард считал, что Британия должна оказать давление на Грецию, чтобы она подчинилась итальянским условиям, одновременно пытаясь убедить Муссолини снизить суммы компенсаций как лучший способ избежать войны. Югославия и Чехословакия были более благосклонны Греции, и оба правительства осудили действия Италии. Первого сентября Греция обратилась в Лигу наций, но Антонио Саландро, представитель Италии в Лиге наций, сообщил, что у него нет разрешения обсуждать инцидент. Данный кризис. Муссолини отказался сотрудничать с Лигой наций и потребовал, чтобы этим вопросом занялась конференция послов. Италия заверила, что скорее покинет Лигу наций, чем позволит Лиге наций вмешиваться. Великобритания выступала за передачу вопроса о Корфу в Лигу наций, но Франция выступала против такого курса действий, опасаясь, что это создаст прецедент для вовлечения Лиги наций во французскую оккупацию Рура, рурский так называемый конфликт. Из-за угрозы Муссолини выйти из Лиги наций и отсутствия поддержки Франции вопрос был передан на конференцию послов. Престиж Италии был защищен, и французы были освобождены от какой-либо связи между Корфу и Руром в Лиге наций. 8 сентября конференция послов объявила Греции и Италии, а также Лиге наций, условия, на которых должен быть урегулирован спор.
Первое. Греческий флот должен произвести салют из 21 орудия в Пирее итальянскому флоту, который войдет в порт, за которым последуют французские и британские военные корабли. Второе. На панихиде должен присутствовать кабинет министров Греции. Третье. Воинские почести должны быть оказаны убитым в Превезе. Четвертое. Греция должна внести 50 миллионов лир в швейцарский банк в качестве гарантии. Пятое. Высшее военное руководство Греции должно извиниться перед британскими, французскими, итальянскими представителями в Афинах. Шестое. Должно быть проведено греческое расследование убийств, которое должно контролироваться специальной международной комиссией под председательством японского подполковника, который был военным атташе посольства Японии, и которое должно быть завершено к 27 сентября. Седьмое. Греция должна гарантировать безопасность комиссии и покрыть ее расходы. И восьмое. Конференция просила греческое правительство сообщить о своем полном согласии немедленно, отдельно и одновременно представителям Великобритании, Франции, Италии в Афинах. Девятое. Кроме того, конференция обратилась к правительству Албании с просьбой содействовать работе комиссии на территории Албании. И Греция 8 сентября и Италия 10 сентября приняли это. Итальянцы, однако, добавили, что они не будут эвакуироваться с острова до тех пор, пока Греция не даст полного согласия. В Италии пресса широко сообщала об удовлетворении решением конференции и восхваляла Муссолини. 11 сентября греческий делегат Николас Политис сообщил Совету, что Греция внесла 50 миллионов лир в швейцарский банк, а 15 сентября конференция послов проинформировала Муссолини, что Италия должна эвакуироваться с Корфу до 27 сентября. 26 сентября, еще до завершения расследования, конференция послов назначила Италии компенсацию в размере 50 миллионов на том основании, что греческие власти были виновны в определенной халатности до и после преступления. В общем, Греция понесла ответственность. Кроме того, Италия потребовала от Греции 1 миллион лир в день для покрытия расходов на оккупацию Корфу. И конференция послов ответила, что Италия оставляет за собой право обратиться в Международный суд в связи с расходами на оккупацию. В Греции была общая депрессия по поводу этого решения, потому что Италия получила практически все, что она требовала. Гарольд Николсон, первый секретарь в Центральном департаменте Министерства иностранных дел, сказал: в ответ на последовательные угрозы Муссолини все замолчали, был наложен штраф на Грецию без доказательств ее вины, была распущена комиссия по расследованию, таким образом было достигнуто урегулирование. – 27 сентября итальянский флаг был спущен, и итальянские войска эвакуировались. Репутация Муссолини в Италии укрепилась. На Корфу в течение первой четверти 20 века многие итальянские оперы ставились в муниципальном театре Корфу. Эта традиция прекратилась после инцидента на Корфу. После бомбардировки в театре показывали греческие оперы, а также спектакли греческого театра с участием выдающихся греческих актеров. Скрытым мотивом вторжения было стратегическое расположение Корфу. Географический кризис стал первым серьезным испытанием для Лиги наций, но Лига наций его провалила. Это показало, что Лига наций была слаба и не могла решать споры, когда великая держава, крупная держава, противостояла маленькой. Авторитету Лиги наций открыто бросала вызов Италия. Итальянский фашистский режим сумел одержать верх в своем первом крупном международном противостоянии. Кризис также стал провалом для политики Великобритании, поскольку греки сосредоточились на обеспечении возвращения Корфу, проблема Додеканеса отошла на второй план, и греческое правительство перестало протестовать против продолжающейся итальянской оккупации Додеканеса. Кроме того, это показало цель и тон фашистской внешней политики. Вторжение Италии на Корфу было самым агрессивным шагом Муссолини в 1920-х годах. Репутация Муссолини в Италии укрепилась.